Volkswagen ID.4 полностью электрическое авто. Это не видеообзор, потому что видеообзор со всеми подробностями, с техническими характеристиками хватает. Просто это моя первая встреча. Первый раз вижу я этот автомобиль. Возможность получилась даже немного проехать, поэтому знакомлюсь с вами и показываю вам. Такой вот интересный цвет, наверное, популярный. Много решений в этом авто, которое и меня удивит, и, наверное, многих удивит, кто первый раз сталкивается с ним. Тишина в машине, остановился, вроде бы заглох двигатель. А не заглох. Включил поворот, звук поворотника только и все. Вот. Просто звук вот такой и шум колес. Смотрите, разные колеса по размеру. На передней оси и на задней. Резина разная. 235/50 R20. Передок, а задок 255/45 R20. То есть сзади резина стоит пошире. Автомобиль тяжелый, наверное, 2 с чем-то тонны. И что классно, что у него вес равномерно распределен между осями. Батарея внизу, вот батарея, наверное, начинается где-то отсюда, и вот она идет полностью по всему автомобилю. Автомобиль заднеприводный, но все равно вес распределен. Где-то в поворотах, где-то виражи какие-то, автомобиль не так будет крениться. По подвеске, вот, давайте. Как я сказал, работа шумноватая, но каких-то критических раскачек вот этого всего незаметно. Такого как бы нету. По управляемости по дороге, ехал я, нормально управляется. И видно, что автомобиль меньше кренится сразу, даже в небольших поворотах есть разница. Вот именно распределенная нагрузка, аккумулятор висит внизу через весь автомобиль, и это очень хорошо как бы сказывается на управляемости. Электрозамки установлены, то есть бесключевой доступ есть, но механическое открытие есть, но просто вот нажимаешь на кнопку и замок открывается электрически. Не тросиком, а именно электропривод стоит. Также и здесь у нас, вот видите, щелкает. Не тросик тянет замок, а именно кнопочка нажимается, и электропривод открывается. Такое решение интересное. И в этом автомобиле большинство кнопок сенсорные. Как бы плюс-минус, современно привыкаемо это все. Смотрите, какое еще решение. Стеклоподъемники. Всего две кнопки. Но ты можешь переключить на задние, они могут быть задними, нажав кнопку Rear. Или же передними они могут быть. Экономия, скажете? Скорее всего, да. Скорее всего, в этом сэкономили. Материалы использованы. Обычные, как и в китайском автомобиле. Здесь кожзам, который используется на сиденьях. Пластик, низ, такой дешевый пластик. Кнопка открытия и закрытия багажника. Электропривод на багажнике стоит. Здесь положили даже вот бархотку такую. И рояльный лак везде, видите? Уже автомобиль новый, несколько дней, но уже видно, что здесь все залапано. Опять же, кому как. Необычное решение. Также на руле кнопки сенсорные. Вот они как-то, сенсорные получаются. Вот как-то оно непонятно нажимается для меня, но факт тому, что нажимается. Смотрите, какое решение с приборной панелью. Она установлена на рулевой колонке. Как для меня пока непонятно, понятно, что это все привыкаемо. У меня в Хавале также небольшой дисплей, но он не установлен на рулевой колонке, он установлен на торпедо. А здесь еще меньше как бы дисплей, но он на рулевой колонке установлен. Наверное, плюс то, что регулируется вместе с колонкой, но как бы, не знаю, если высоко сидишь, то, наверное, руль может перекрывать. Переключение рычаг передач, селектор, установлен в этом месте. Вот он. Уже здесь его нету. По посадке скажу вам, что место как бы в другом кроссовере, наверное, вот это место больше между полом и потолком.
Здесь и проем дверной как бы ниже. И сидишь ты как бы высоко. Вот полностью я... А, нет, хотя... Все, я понял. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да ты что, куда я? Ну, тут можно практически на пол усесться. Просто хозяин небольшого роста, поэтому... Да, все, смотрите, как я сижу. Смотрите, функция имеется, когда открываю дверь, сиденье отодвигается полностью назад. Память сидений есть и функция легкого доступа в автомобиль. Сиденье отодвигается, ты сел, и оно по памяти пододвигает тебя как положено. 3 кнопки есть. 2 кнопки на память идут, и 1 кнопка на настройки, запоминания, и кнопка массаж также есть. Материалы также использованы здесь. Пластик обычный, простой, который царапается, то есть такие, как, в общем-то, во всех современных автомобилях используются. Здесь кнопки также различные. Управление светом, свет автоматический. Тормоз немного проваливается, ну, ты уже понимаешь, что автомобиль готов двигаться. 1 раз загорается на дисплее, вся информация есть. Ready, автохолд включен. Заряд какой, 71%, километраж по пробегу, сколько можно проехать. Все, отпускаю тормоз и жму на газ по чуть-чуть, автомобиль плавно двигается. И здесь нужно понимать, что просто линейное ускорение. Здесь нету передач, здесь как в троллейбусе, попросту говоря. Жмешь газ, едешь, жмешь быстрее, едешь еще быстрее, нету никаких переключений, моментов. Нету первый плюс и то, что вот как бы вызывает радость такую, да, то, что не слышишь двигателя внутреннего сгорания и нету эффекта переключения передач. Ну, едешь как на электромобильчиках, вот, или как они там, автодром. В детстве катались все на таких. Комбинированное сиденье идут. Эко-кожа вот эта, но нету здесь вентиляции. Уже практиковали мы такой автомобиль с такими сиденьями, то потеешь сразу. Тут ясно будет, что ну, нет ни перфорации, ничего. Скорее всего, желательно было бы сделать, чтобы вот это вот типа замши, лучше бы она была здесь, а по краям была вот эта эко-кожа. Пускай бы такая была комбинация. Но скорее всего, также это удешевление. Регулировка всех моментов есть. И, кстати, настройки памяти и все регулировки есть и на водительском сиденье. Но это также по месту сзади. Сиденье полностью отодвинуто назад. Видите вы, вот порог вот такой вот большой сделан. Ну, там батарея находится. И двери не полностью прикрывают порог, кстати. Так, если с виду посмотреть, то вроде бы дверь должна полностью прикрывать порог. Но вот такой вот бортик остается небольшой, но он сильно, я думаю, что мешать не будет. Место сзади нормально. Даже при полностью отодвинутом сидении сидишь хорошо. Кстати, панорамная крыша без люка. Панорамная крыша без люка. Просто панорамная крыша. Сенсорное управление крышей также. То есть шторкой. Но это нужно запустить автомобиль. Видите, практически кнопок нету. Все вот такое вот сенсорное. Шумка как у среднеценового вот китайского автомобиля. Наверное, не сильно дешевого, а вот средний ценовой диапазон. Хавал, наверное, вот эти. Подвеска. Наверное, из-за того, что низкопрофильные шины, то и передается вот эти все неровности. Но именно она, в отличие от Хавала, она сбалансирована. Нету раскачивания там передка, чисто передка, а задок как-то по-другому себя ведет. За счет того, что, скорее всего, батарея посередине и распределена, считай, нагрузка равномерно, вес автомобиля, то так себя и ведет авто. Вот как монолитно. Монолитно подвеска работает одинаково, что зад, что вперед.
Не сказать, что идеально, наверное. Вот слышно, что шумновато работает подвеска. Звука двигателя нету, ты слышишь просто работу подвески и шум шин по асфальту, по дороге. Привод багажника электрический, с кнопки открывается, с ноги. Все эти моменты сразу есть. Здесь, смотрите, вот так вот это дело обстоит. Набор, скорее всего, есть для ремонта шин. Ну, в комплекте я не вижу его. Ну, может и есть, может вот здесь что-то. Крюк буксировочный. И такая вибра проложена здесь, изоляция. Ключ от автомобиля, вот такой вот ключик с 3 кнопками. Нажимаешь на тормоз, и двигатель, ну то есть автомобиль уже запустился. Понятно, что никаких ни звуков, ничего нету. Ага, вот так вот по шторке. Интересно, как остановить можно? Да, можно остановить. То есть вот такими движениями здесь туда-сюда регулируешь. Один минус, я сразу его вижу, это прозрачная шторка, и это, ну, это не плюс, это минус. Яркое солнце жарит, прожаривает. Могли бы сделать плотнее, но опять же удешевление, чтобы автомобиль был немного дешевле. Все эти моменты. Потолок темный, серый, ну это также прикольно по свету. Ну все тут оно вот такое вот сенсорное. Также и здесь, посмотрите, все в общем-то сенсорное. Даже кнопка аварийки, то сенсорная, звук. Вот так нужно протаскивать. Ну, в каких-то моментах это, наверное, будет работать, в каких-то моментах оно работать, наверное, не будет. Нужно как-то будет приучаться. Вот здесь есть также в Крапивницком, кому нужно уход за своей кошкой, собакой, пожалуйста, приходите. Вас там ждут. Здесь 2 Type-C, зарядка уже современная, USB Type-C. Скорее всего, есть и беспроводная, не знаю где. Ну, такое оно, вот этот тоннель по сравнению с Хавалом нашим, он небольшой. Также и подлокотник небольшого размера. Вот это решение, смотри, я не знаю, сюда можно было бы сеточку такую сделать. Сюда также сетку и дверцу, и можно было бы сюда кошку перевозить там или собаку, да, ложить. Мало места. Для маленькой собачки можно сделать. Для маленькой сумочки. Вот как-то оно здесь все висит, сумочка. Да, как раз ставишь сюда сумочку, она мне падает под ноги, и я вместо тормоза жму на сумку и кричу: а-а-а! Где ты взялась со своей сумкой? Ну, такое, наверное, может быть. Такое вот решение. Так, все, это бюджетное. Вы должны понимать, что это в Китае это бюджетная электричка, потому что там такие самолеты есть и за более серьезные деньги. Volkswagen, именно электричка, уже отстает от лидеров продаж в Китае, именно в Китае. В Китае все знаете, что BYD занимает лидирующие позиции. А вот в Украине, например, уже пол-Киева вот этих вот Volkswagen'ов ездит. Люди ездят, радуются. Свое мнение, готов ли я купить, выскажу в одном из следующих видео. Ну, так, едешь, да, радовать в основном тебя будет то, что это автомобиль не расходует топливо дорогое, которое сейчас на заправках, оно его не расходует. Вот это огромный плюс, конечно, что ты приехал, живешь в частном доме, приехал, включил розетку, в розетку автомобиля, и он себе заряжается. И это намного дешевле выходит, чем ты бы поехал и заправился. Смотрю, какие-то зеркала с каким-то искажением, как-то непонятно, разделено на 2. Смотрю, у меня троится в зеркале, не могу понять, как-то непривычно. Ну, понятно, что к этому всему привыкаешь. Давайте поднажмем. Ну, не скажу я, что, скорее всего, нужно и в спорт режим. Здесь есть 3 режима, и экономный, и, скорее всего, в эко сейчас стоит. Не вижу, я здесь не разбираюсь пока. Не сказать, что прям ракета, потому что есть электрички, которые стартуют намного быстрее. Здесь вроде бы заявлен разгон 8,5 до 100.
Попробуем сделать, если получится, я думаю, получится. Хозяин согласится. Заезд с моим Хавалом. Хавал A6 третьего поколения. Что интересно, сравнить электрические 204 лошади, вот электрические, и бензиновые. В моем Хавале также 204 лошади, но бензиновые. Турбомотор 2.0 турбо. Сделаем заезд со старта, схода посмотрим, как интересно самому. По максималке данный автомобиль ограничение стоит на 160 км в час. Ну, то есть вы должны понимать, что чем больше ты жмешь на газ, тем быстрее у тебя садится батарейка. А так как у нас в Украине, ну не скажу я, что на каждом шагу эти зарядки быстрые, там специализированные, поэтому ну, есть опасность в том, что ты можешь там где-то, наверное, остановиться. Ну, вы, кто интересуется этим, то уже смотрели эти видеообзоры. Люди вам рассказывают, как они путешествуют на этих электричках, куда ездят, там далеко или нет. Так, по автомобилю, то, конечно, авто новое, авто современное. Какие-то минусы. Минусы, скорее всего, какие-то будут в удобстве пользования вот этим всем моментом. Там клавишами, вот этими сенсорными кнопками, которых клавиш нету, а чисто все сенсорное. Ну и зимняя эксплуатация, скорее всего, конечно, это будет как щадящий такой режим. И лишний раз, там, если сильно холод, то понятно, что далеко куда-то ехать у тебя не получится. Так автомобиль как для города, особенно как для большого города, вот как Киев брать, большие города, где люди чисто по городу туда-сюда мотаются, то автомобиль, ну тут как бы вопросов вообще нету. Электричка самый раз. По клиренсу, смотрю клиренс, ну Хавала поболее, я там заскакиваю на нем сразу быстро. Ну, на сегодня все. Пишите свои комментарии по этому поводу. Как по мне, автомобиль классный, но расскажу я вам в следующем видео свое но и свое видение именно электрических автомобилей на сегодня. Ну и кому интересно, отведите котика-собачку на обслуживание, на техобслуживание в Кіровограді, в Кропивницькому. Тут гарні роблять Гарні зачіски. зачіски. Сам піду туди. Давайте всім пока. Це буде наступне відео.